Здесь правят ядовитые змеи Хабу. В 1980 году они укусили около 400 человек, оставив за собой след боли и страха. Хабыть не просто змеи, а настоящие монстры змеиного мира. Близкие родственники гремучих змей и восточных гадюк. Их яд может убить человека всего за несколько часов. Проблема заключалась не только в яде, но и в том, что большинство укусов происходило в горных районах, где не было электричества. Противоядие существовало, но хранить его без холодильников было невозможно. Спасти пострадавшего– это была настоящая гонка. Со временем. Строительство инфраструктуры заняло бы годы. Тогда кто-то предложил решение в духе голливудского блокбастера. Привести на остров естественного врага змей, мангустов. Эти ловкие хищники славятся своей устойчивостью к змеиному яду, в том числе к яду кобры, родственницы Хабу. В 1979 году на Амами-Осиму завезли 30 мангустов. Люди надеялись, что с их появлением змеи исчезнут. Однако реальность оказалась совсем иной. Мангусты, да, дневные животные, а хабуш ночные. Они буквально разошлись по сменам и почти не пересекались. И если хабу продолжали кусать людей, мангусты переключились на местную фауну. Их жертвами стали редкие и беззащитные виды, вроде амамийского кролика, живого ископаемого, обитавшего только на 2 японских островах. За десятилетия хищники уничтожили множество эндемичных видов, разрушив хрупкую экосистему, сформированную за тысячи лет. К 2000 году популяция мангустов выросла до 10 тысяч особей. Они нападали на птиц, млекопитающих, сельскохозяйственных животных, разносили болезни и разоряли фермы. Власти осознали свою ошибку и начали масштабную операцию по истреблению мангустов. Так началась война с мангустами. Создали специальную команду охотников на мангустов. Использовали ловушки, ядовитые приманки, обученных собак и даже технологии с аттрактантами. Ловушки были спроектированы так, чтобы не причинять вреда другим видам. Работа велась десятилетиями. Наконец, в 2024 году произошло невероятное. Мангусты были полностью уничтожены. Это стало первым успешным искоренением инвазивного вида на столь крупном острове. А как же хабу? Иронично, но количество укусов снизилось не благодаря мангустам, а благодаря лучшему доступу к медицине. В 2020-х годах фиксировали около 60 укусов в год, а с 1992 года не зарегистрировано ни одной смерти от укуса хабу. Проблема, ради которой завезли мангустов, почти решилась сама собой. История Амами-Осимы не единична. Подобные ошибки происходили и в других странах. Гавайи, 1880-е. Мангустов привезли для борьбы с крысами, но они начали истреблять местных птиц. Некоторые виды исчезли навсегда. Ямайка, 1872. Мангусты уничтожили рептилий и птиц, которые сдерживали численность насекомых. В результате началась эпидемия клещей. Окинава с 1910 года. Завезено 17 мангустов, но теплый климат и близость к естественной среде обитания сделали остров идеальным для их размножения. Сейчас там ведется борьба с помощью специальных заборов с Г-образным основанием, чтобы не дать мангустам покинуть охраняемые зоны. Интересный поворот в истории случился в Шри-Ланке, где мангустов решили обучить искать контрабанду. Полиция экспериментировала с пушистыми детективами, которые обнюхивали контейнеры с автозапчастями. Проект был многообещающим и даже получил финансирование, но из-за политической нестабильности его свернули. А жаль, у мангустов был шанс попасть в учебники как первые животные-таможенники. История Амами-Осимы – важное напоминание. Вмешательство в природу может обернуться катастрофой. Даже лучшие намерения, вроде защиты людей от змей, могут привести к разрушению уникальных экосистем. Но есть и банальная надежда. Благодаря упорству, знаниям и урокам прошлого подобные ошибки можно исправить.